Привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Светлана, Новости Таро. Предлагаю сегодня такую тему с вами проговорить, посмотреть. Любит, скучает ли он, скучает ли ваш загаданный человек, скучает ли ваш партнер. Давайте попробуем проанализировать его чувства, его отношение к вам, что он планирует, посмотрим его энергию, к чему вы придете и как итог совет от арканов. Предлагаю вам выбрать из двух вариантов какой-то один, который вам ближе по душе. И давайте тогда будем смотреть. Первый вариант, второй вариант. Работать буду на двух колодах. Универсальное Таро и Таро Black and Gold. Выбирайте. Минутку подожду, пока вы сосредоточитесь, пока вы настроитесь, визуализируете своего партнера. И давайте начинать. Кто выбрал первый вариант? Первая колода, универсальное Таро. Давайте посмотрим. Первым делом смотрим энергия ситуации. Энергия ситуации, в которой находитесь вы и ваш партнер. Так, энергия ситуации. Вы и ваш партнер. Ну, смотрите, ситуация такая. Значит, ваш партнер, он на текущий момент занят работой. Ну, что-то делает, что-то трудится, какие-то делает, я не знаю, там, повышает свою профориентацию, квалификацию, трудится над каким-то проектом. И в его жизни происходит какая-то трансформация. То есть он фактически, знаете, может быть, к нему зашли какие-то новые проекты, какие-то у него есть предложения новые от своих коллег, от своих компаньонов. И он показывает результат своей работы. Давайте углубимся в эту ситуацию, что здесь. Да, у него есть предложение, возможно, которое он очень давно ждал, то есть очень долго ждал. И это предложение связано с каким-то переездом, отъездом, скажем так, смены места работы, смена профориентации, смена вообще профиля своего. То есть у него на текущий момент, знаете, перемены, глобальные перемены в его жизни. Потому что, по сути, смотрите, у нас в одном столбе идут два старших аркана. Это, значит, значимая ситуация в его жизни. То есть значимая, которую он действительно давно ждал, и он к этому стремился, и он к этому пришел. Хорошо, что нам еще скажут карты по ситуации? Какая еще может быть ситуация? Ситуация в том, что да, действительно, он сейчас в энергиях спокойствия, благополучия, знаете, такого, ну, то, что он долго ждал, то, что он хотел, наконец-то он получил. То есть здесь он, знаете, такой хотей, который наконец-то принял то, что ему нужно. Он этого дождался, и он спокойно может теперь отдыхать и, в общем, в принципе, готовиться к каким-то важным событиям. Потому что ему пришлось, смотрите, биться за его новые достижения. То есть ему необходимо было как-то сражаться, доказывать, спорить, для того, чтобы можно было вот на текущий момент вот так вот сесть и с легкостью вздохнуть, сказать себе: да, я добился того, чего хотел. И по сути это связано, видите, как с завершением цикла. То есть либо это переезд, отъезд в другие страны, смена места работы, или же это все-таки, как, знаете, завершение какого-то определенного цикла, то есть к которому он долго шел, трудился, работал, как-то продавливал эту ситуацию. То есть он все-таки был занят моментом работы. То есть у него на текущий момент это действительно первым делом это карьера, бизнес. Ну, вот такая основная энергетика вашего загаданного партнера по первому варианту. Давайте посмотрим отношение вашего партнера к вам. Отношение вашего партнера к вам.
Ну, смотрите, у вас здесь выпадает мужчина земной стихии. Он устойчив, финансово независим, стабильный, интересный молодой человек. С такими, знаете, строгими традициями. Любит все, что было правильно, честно. Уважает свой дом, уважает какие-то определенные правила и следует этим правилам. И он стоит на выборе, то есть у него определенный выбор. В чем же этот выбор состоит? В чем состоит этот выбор? Выбор в том, что у него появился шанс. Шанс финансовый. То есть, вероятно, вот как мы уже проанализировали ситуацию, у него появился шанс по работе. И он готов в этой связи, вот, знаете, ярко как-то вот себя проявить, до вас донести эту новость, но, как вы знаете, как-то похвастаться, потому что, вероятно, у него был период каких-то неудач, действительно материального какого-то, знаете, выгорания. То есть у него не было на каком-то этапе тех материальных средств, на которые как бы вы хотели, чтобы у него как бы было. Поэтому он хотел с вами поделиться. У него вот сейчас вот в отношениях он хочет с вами поделиться этой новостью. Хорошо. Что еще он хочет нам сказать? Да, вот видите, он готов к вам ехать, к вам писать, что-то сказать, рассказать эту прекрасную новость. То есть он готов к вам проявляться. И он стремится, видите, к вам. Потому что он хочет вам похвастаться, сказать: да, моя дорогая, смотри, вот мне предложили работу, у меня там действительно большие перспективы, тебе это понравится, ты так это долго ждала. Поэтому в связи с тем, что вы, барышня, такая устойчивая тоже, в плане независимая, красивая, с достатком, он хочет тоже как-то быть, знаете, наравне с вами, то есть не отставать. Поэтому он к вам хочет проявиться и рассказать свою новую интересную историю. Хорошо, как вы относитесь к вашему партнеру? Ваше отношение к партнеру. А здесь такая ситуация могла быть, что вы, у вас были разрушены ваши отношения, они были закончены по причине того, что человек не мог себя проявить, ваш партнер не мог проявить себя в работе, не мог проявить себя в финансах. То есть он не мог вас, например, как-то содержать, там, одаривать, помогать вам. И у вас на этой почве были разногласия. И вы здесь проигрываетесь, видите, вот какие-то были тайны. То есть вы здесь проигрываетесь очень умной, интуитивной барышней, которая как бы знает себе цену, знает в себе силу. И вот этот момент, вот ваше отношение к вашему партнеру именно вот в таких энергиях сейчас. Что еще можно сказать? Что у вас еще к вашему партнеру? О чем вы думаете? Видите, вы ушли на каком-то периоде, просто, ну, просто сказали, вот закрыли двери и ушли в отшельники. То есть вам необходимо было уйти и подумать, то есть немного разобраться в себе, потому что как бы и вас это все-таки, ну, как бы вас это устраивало. То есть ваш разрыв, ваш уход, вы оказались здесь, ну, как бы совершенно в нормальном состоянии. То есть у вас какая-то произошла такая, знаете, победа, легкость. То есть вы вырвались из вот этого какого-то круга. Вот, поэтому у вас отношения такие. Все это было завязано на том, что, вероятно, человек, ваш партнер не мог себя проявить достойно себя проявить к вам. Хорошо, давайте смотрим, а что же вас соединяет? Что вас соединяет? Во-первых, соединение было через вас. Однозначно, вы для него любимая, красивая, самая лучшая женщина.
Вот. Но были какие-то мечты, может быть, с вашей стороны вы что-то все-таки ждали, какие-то у вас были иллюзии по поводу ваших отношений. Но все оно, знаете, как-то разрушилось в один момент. То есть произошли какие-то недопонимания, может быть, какие-то тайны, что-то человек не договаривал. И, ну, не знаю, что-то хотел, может быть, знаете, сделать то, чего на самом деле нет. Поэтому вот это вас как-то поначалу связывало, а потом оно все рухнуло из-за каких-то неправильных мыслей или неправильных действий со стороны вашего партнера. То есть вот эти утайки, какая-то хитрость, я не знаю, какая-то, не знаю, скрытость, а может быть даже э, какие-то нечестные действия вас просто оттолкнули от него. Хорошо. Давайте, что планируете, что планирует партнер по отношению к вам? Что он планирует? Ну, ваш партнер, смотрите, он к вам готов проявляться. Вы для него любимая женщина. Он готов, он любит вас, готов с вами входить в партнерство, любить вас. То есть не то, что манипулировать, но вот у него полная боевая готовность. То есть он здесь себя уже достаточно уверенно чувствует. Если там он где-то как-то пытался что-то наладить, то здесь у него уже есть сила, есть мастерство в руках, есть что вам предложить. Поэтому он готов проявляться очень активно. Хорошо, а что планируете делать вы? Что планируете делать вы? А у вас здесь ситуация такая, вы здесь вообще не планируете к нему, как бы вам интересно, вы что-то там подсматриваете, что-то за ним как бы подглядываете, что он, как он, но по сути он для вас уже человек очень ну, далекий, то есть он для вас уже как бы не то, что было раньше, то есть он охладел и как бы у вас по справедливости, то есть вы решаете вопрос категорически. Может быть, здесь через какие-то юрлица, то есть, может быть, какие-то действительно через договора. Но он для вас уже как бы далек. То есть вы особо к нему не хотите проявляться, особенно. Но интерес есть. Все-таки что-то подглядываете, подсматриваете, как он, что он. Вот какой-то спортивный интерес все-таки существует. Хорошо, как итог. Как итог, к чему придете? К чему придете? К чему придете? Ну, смотрите, будет у вас разговор, будет разговор к легким отношениям, может быть, к каким-то независимым отношениям. Так, чтобы могли и вы там гулять, встречаться в социуме, и он мог быть свободен. И, в общем, вы придете к какому-то, знаете, новому формату ваших отношений, то есть к какому-то новому соглашению в ваших отношениях. Возможно, это устроит и вас, и его, потому что, как бы, по главному аркану Шут, можно так сказать, что вы выйдете на новый уровень, вы обнулите свои отношения и придете к какому-то, знаете, спокойному, легкому, никто никому ничего не должен, вот к такому формату отношений. Если смотреть с позиции вашего партнера и с позиции вас, то у вас здесь свободная любовь, можно так сказать. Хорошо, из совета арканов. Совет от арканов. Семья, вы и семья опять. Ну, советую это, что могу сказать? В любом случае, ответ на тему расклада, любит ли, скучает ли он, однозначно и любит, и скучает. То есть он к вам со всей душой. Поэтому совет – это оставаться в семье, ее укреплять, ее максимально насыщать своей любовью, своей какой-то заботой. То есть максимально вести вашу семью в баланс и в какое-то равновесие, чтобы была действительно полная чаша в доме.
То есть расклад хороший, расклад интересный. Может быть, стоит как-то на этого человека по-другому посмотреть и понять, что он старается, любит, скучает. И, в общем, вы для него очень ценная и желанная женщина. Вот такой был первый вариант. Отписывайтесь, девчат, как у вас проигрывается. Так, а мы смотрим второй вариант. Второй вариант. Давайте смотрим, кто загадал, визуализировал себе своего партнера. И давайте смотреть. Тема такая. Любит, скучает ли он? Скучает ли ваш партнер? Давайте смотреть энергию ситуации вашей. Энергия вашей ситуации. Энергия вашей ситуации. Ну, смотрите, выпадает сразу какой-то эмоциональный жадина. То есть человек, который, видите, зажал свои пентакли, то есть он, это может быть и эмоциональный, может быть и физически жадный человек, который как бы зажимает. При этом он хочет как-то решительно все чего-то там добиться, что-то рассказать, чего-то доказать. При этом он максимально свои территории защищает. То есть он, видите, защищает свои и материальную сторону медали, и, в общем, может быть, даже и духовную. Ну, как-то совершенно он закрылся и, в общем, хочет решительно как-то поставить все точки над «и». Хорошо, что еще ты нам расскажешь? Какая у тебя еще энергия? Ситуация с твоей партнершей? Что у тебя? Ну, смотрите, что может еще быть у человека. Но человек как бы наполнен вами. Он готов проявляться. Он, смотрите, он есть чувства, то есть такие, знаете, чувства, эмоции, свидания. Вот он готов к вам как бы двигаться в этом направлении. Ну, давайте смотреть. Хоть и он и эмоционально зажат, но что-то как-то, может быть, поджимает, зажимает, но по сути он готов проявляться. Давайте посмотрим отношение вашего партнера к вам. Отношения. А смотрите, что было? Человек, честно говоря, в расстроенных чувствах, потому что отношения были закончены, поэтому он стал эмоциональным жадиной и реально защищал свои территории. Было скандал, и в итоге разногласие и завершение ваших отношений. Хорошо, а с чем это было связано? Почему такая резкая перемена? Что случилось? Что случилось? Почему так? А вы понимаете, вот дело в том, что человека мучила двойственность вашего партнера. Он как бы не мог сбалансировать между своим эгоизмом, то есть своей вот действительно этой жадиной, и как бы вами. То есть он должен понимать, что такой красивой женщиной, яркой, нужно что-то давать. Безусловно, кроме любви, кроме какой-то там, я не знаю, там заботы, внимания, нужно это поддерживать еще финансово. А финансово он зажал, то есть он не хочет тратиться, не хочет вкладываться в вас, поэтому и тешит свое эго мужское. Поэтому в этой связи у вас, вернее, произошли всякие разногласия, которые привели к острому конфликту, возможно, к какому-то, знаете, расхождению мнений. И на какой-то период могли там расстаться, то есть разъехаться, то есть чтобы вы поняли, как дальше вам вместе общаться и какие решать вопросы. Как же как вы относитесь к вашему партнеру? Как вы можете относиться к вашему партнеру? А вы тоже охладели. Вы знаете, вот смотрите, вы были парой, вот, жезловые. И по сути получается, что вы на текущий момент, вы проявляете здесь вот такие качества короля мечей. То есть холодный ум, трезвый такой, знаете,
вы охладили к нему. То есть и вообще пошли в стагнацию. То есть легли, не хочу ничего делать, не хочу ничего предпринимать. То есть здесь как-то пошел, знаете, конфликт интересов. Низы не хотят, верхи не могут. Поэтому на текущий момент у вас отношение такое. Что еще может быть? Здесь могли проигрываться семейные пары. То есть семейные пары, которые вот, может быть, или сожительствуют, или вместе живут, или действительно в браке, которые, вероятно, может быть, вы хотели в отношениях вашей семьи что-то обновить, выйти на какой-то другой уровень, поговорить, понять, какие проблемы, что человек хочет, свой чек-лист показать, какие у вас претензии к вашим отношениям. То есть вы хотели вообще обновить ваши отношения, то есть реально расширить, может быть, какие-то новые проекты завести в вашу семью. То есть полностью как-то, знаете, переформатировать ваши отношения. То есть вот то, что вы хотели. И по итогу, что получилось тогда? По итогу, что получилось? А получилось, вот смотрите, по справедливости, получилось тут либо вы разошлись на какой-то период, либо вы действительно на текущий момент просто, знаете, как выгорели ваши отношения. То есть вам необходимо какой-то отдых. То есть, возможно, тут даже какой-то разрыв серьезный. Но нужно, они привели к холодности, к отдаленности. То есть вы на текущий момент просто здесь не вместе. Давайте посмотрим, что вас соединяет вообще. Что вас соединяет. Вас могут соединять, смотрите, могут соединять дети, могут соединять вы в браке, по сути, могут соединять страстные чувства, то есть физическая близость. То есть вот это вот вся вместе такая гремучая связь, вот у вас есть такое, скажем так, созависимость друг от друга. Ну, мне кажется, что здесь 50% это пары, которые в браке могут проигрываться. Хорошо, что планирует ваш партнер в этой всей ситуации? Что планирует ваш партнер? Ваш партнер, смотрите, он будет проявляться активно, будет бороться за свои чувства, потому что его тянет к вам в любом случае, потому что есть, вот видите, привязки. Все равно его тянет физически. Он будет проявляться. И будет проявляться, видите, здесь либо отношения все-таки зайдут в тупик. А давайте я хочу дотянуть, посмотреть. Не сильно они в тупик, они все-таки раздвоятся. Да, и, возможно, вот решится ваш вопрос. То есть будет проявляться активно. То есть в планах у него все-таки добиваться, продавливать свою тему, продавливать, разговаривать, общаться, приходить к какому-то консенсусу. Что у вас в планах? Что у вас в планах? А вы хотите разрушить ваши отношения. У вас уже в планах вообще другая история. У вас уже какая-то двойственность. Может быть, у вас со стороны есть какой-то... Ага, перевернутый отшельник случайно залетел сюда. Но хорошо, пусть остается. То есть вы как бы вышли из этих отношений, но по сути, по отшельнику вы как бы готовы идти на разговор. Но в ваших планах, по сути, вы хотите завершить ваши отношения. Вы уже совершенно в новых планах. У вас, может быть, даже какие-то новые люди в вашем окружении, в вашем поле, которые вы как бы обращаете внимание. Хорошо, и по итогу, к чему вы придете? К чему вы придете в ваших отношениях? У вас будет какой-то шанс, новость на все-таки разговор, который состоится, и вы придете к удовлетворительному результату. То есть вы договоритесь.
по сути, вы договоритесь по итогу. Это будет, знаете, медленно, с долгими, скажем так, упрашиваниями, уговорами, какими-то, знаете, может быть, разбором разных ситуаций, разбор полетов. Но, по сути, вы сможете договориться. И вот совет от арканов. Давайте посмотрим, какой совет, что вам делать, как. Вы знаете, лучше всего не дергаться. Ну, как бы не продавливать, не форсировать. Подождать, немного подождать, уйти в такую, знаете, найти баланс, равновесие, найти какую-то правильную точку опоры в ваших отношениях, подождать, и вы тогда одержите победу. То есть в любом случае ответ, такое резюме в конце расклада на тему нашей ситуации: любит, скучает ли? Да, любит и скучает. И тянет физически. И будет бороться, и будет бороться, и будет проявляться, потому что есть у вас привязки определенные, есть и дети, и физическая близость. Поэтому будет проявляться, будет, но вам необходимо. Первой не нужно ему названивать, там, я не знаю, там по 50 смс-ок слать и так далее, где ты что-то подсматривать не нужно. Нужно уйти в момент такого, знаете, жертвы, в момент зависания, то есть поставить ситуацию у вас на стоп, и тогда оно медленно, уверенно, но оно вырулится и вырулится в вашу пользу. То есть вы окажетесь в данной ситуации в победоносном вот таким вот образом. Так что ждите информации от вашего партнера. Скоро на пороге, я думаю, как скоро. Ну, смотрите, он даже, видите, подсматривает. То есть я думаю, что долго не выдержит и будет проявляться. Вот такой был второй вариант по нашей теме. Отписывайтесь, как у вас прошла ваша ситуация, чем она закончилась. А с вами была Светлана, и до новых встреч!